Привет, ARMY. Иногда люди, которые называют себя фанатами BTS, на самом деле оказываются совсем не фанатами. Недавно кто-то присоединился к чату, насчитывающему более 100 участников, включая известные аккаунты, которые якобы поддерживают всех участников группы. Эта группа якобы была создана, чтобы помочь большему количеству людей послушать музыку BTS, но реальность оказалась совсем другой. Люди с цифрой 7 в никнейме притворялись, что любят и защищают всех участников. Они бесстыдно высмеивали Ким Тэхёна. Они говорили что-то вроде «это не сильно повлияет на Тэхёна, потому что большинство фанатов все равно не слушают его музыку». Невероятно, что такие слова исходят от тех, кто утверждает, что поддерживает всю группу. Еще более обидно то, что это не первый раз. Мы видели, как некоторые из них игнорировали или критиковали Тэхёна бесчисленное количество раз, даже принижая его отношения с Чон Чингуком. Видеть это так откровенно и бесстыдно отвратительно. Тэхён невероятно много работает над созданием своей музыки. Он вкладывает свое время, силы и душу в каждую песню и каждое выступление. Он заслуживает уважения и признания за свой талант. Их не следует недооценивать только потому, что они не являются любимцами публики. Если они не могут проявлять одинаковое уважение ко всем 7 участникам, то им не следует использовать число 7 в своем названии, тем более называть себя ARMY. Такое двуличие подрывает доверие. Они публично делают вид, что поддерживают всех участников, но втайне принижают работу Тэхёна. Даже когда их ловят на этом, некоторые изображают из себя жертв, говоря «я не могу поверить тому, что читаю», хотя эти слова исходят из их собственного окружения. Это вопиющее неуважение не только к Тэхёну, но и к единству, которое лежит в основе BTS. Когда кто-то принижает участника, он косвенно атакует саму основу группы, потому что BTS держится на силе 7 человек, идущих вместе, поддерживающих друг друга и растущих вместе. Отношения между Тэхёном и Чингуком для многих особенные, их не следует искажать или использовать как инструмент для раздора. Воспоминания об их прямых эфирах до сих пор живы, глаза Чингука загораются, когда Тэхён появляется на экране, его улыбка становится шире от искренности, его голос становится тише, словно он делится маленьким секретом, понятным только им двоим. Тэхён пытается казаться спокойным, но в его глазах видна улыбка, которая так и манит его. Это простое взаимодействие демонстрирует естественную близость. Им не нужны грандиозные жесты, чтобы показать свою связь, достаточно короткого взгляда. Тишина между ними кажется комфортной, их шаги часто совпадают, словно они понимают ритм друг друга. Эта близость не возникает внезапно, она строится годами, через радость и печаль, через давление и достижения, через рост, который они пережили вместе. Такая связь не рождается из притворства, она строится на доверии, на взаимной поддержке, на неизменном уважении. Многие восхищаются этой подлинностью, потому что они остаются верны себе, не нуждаясь в том, чтобы что-либо доказывать миру. Их отношения развиваются, адаптируясь к времени, но сохраняя ту сущность, которая делает их особенными. В BTS каждый участник вносит свой талант и трудолюбие, их успех основан на единстве. Уважение к одному означает уважение ко всем, унижение одного означает нарушение гармонии, которую они создали, всесторонняя поддержка означает признание жертв и преданности друг друга. Отказ от вредных комментариев – это способ поддерживать здоровую атмосферу. Ценить их работу означает уважать долгий путь, который они прошли. Тэхён и Чингук, как и все остальные участники, заслуживают безусловной поддержки. Защита их достоинства – это форма искреннего восхищения. Потому что в конечном счете единство и уважение – это основа всего, чего они достигли вместе. И как ARMY, отстаивание этих ценностей – наша общая ответственность. Но в конечном итоге все сводится к нашему выбору, как ARMY. Хотим ли мы быть частью шума или частью защиты? Хотим ли мы сеять сомнения или, наоборот, укреплять веру в то, что каждый участник BTS заслуживает признания без исключения? Потому что истина проста, ни один успех в BTS не достигается в одиночку. Каждое великолепное выступление, каждая проникновенная песня, каждое мировое достижение построено на вкладе 7 человек, поддерживающих друг друга. Когда одного атакуют, сотрясается весь фундамент, а когда одного чествуют, вся группа сияет. Ким Тэхён снова и снова доказывает, что он уникальный артист,
Его глубокий голос передает неповторимые эмоции, его неповторимый стиль придает каждой композиции сильную индивидуальность. Он никогда не пытается быть кем-то другим, он выбирает быть самим собой, и именно в этом его сила, его преданность музыке. Это не просто работа. Это искреннее выражение его души. То же самое можно сказать и о Чон Чингуке. Он всегда демонстрирует неустанный труд, постоянно развивается, постоянно учится, постоянно бросает себе вызов. Их отношения – это не что-то искусственное для камер, это результат долгого пути. От стажировки, от маленьких сцен до больших стадионов, от простых мечтаний до достижений мирового уровня. Они пережили давление, критику, постоянно растущие ожидания, и все же они продолжают поддерживать друг друга. В каждом понимающем взгляде, в каждой маленькой, неосознанной улыбке, в каждом моменте, когда один стоит чуть ближе к другому, есть история доверия, комфорта, чувство безопасности, которое со временем только крепнет. И именно поэтому уничижительные комментарии кажутся такими несправедливыми, потому что он игнорирует долгий, невидимый путь. Он недооценивает часы тренировок, бессонные ночи, сомнения, которые нужно преодолеть, и мужество, чтобы продолжать быть рядом с миром. Слова могут казаться пустыми, но их воздействие может быть глубоким, особенно когда они исходят от тех, кто утверждает, что поддерживает нас. Фандом должен быть безопасным пространством, местом, где мы отмечаем достижения, делимся радостью и поддерживаем друг друга, а не местом, где можно унижать других ради личной выгоды, не местом, где можно строить популярность под видом ложной поддержки. Число 7 – это не просто символ, оно представляет единство, баланс и обещание идти вместе. Мы не можем контролировать то, что говорят другие, но мы можем контролировать свою реакцию, мы можем выбирать, как усиливать позитив, слушать любимые песни, поддерживать работу конкретными действиями, отказываться от унизительных разговоров. Молчание перед лицом ненависти часто позволяет ей расти, но уважительный голос может привести к переменам. Поддерживать Тэхёна означает ценить уникальность его голоса. Поддержка Чингука означает признание его преданности. Поддержка BTS означает понимание того, что их сила заключается в единстве. Ничего больше, ничего меньше. Всего 7 человек, которые дополняют друг друга, заполняют пробелы друг друга, становятся друг для друга домом. Когда мир кажется слишком жестоким. И, возможно, сейчас самое время вспомнить, почему мы полюбили их с самого начала. Не из-за драм, не из-за расставаний, а из-за музыки, из-за их искренности, из-за их послания о любви к себе, о единстве, о том, как оставаться вместе в бурях. В конце концов, ненависть всегда будет, но она никогда не будет сильнее искренней поддержки. Настоящая репутация строится не на сплетнях, она строится на последовательности. И Тэхён, вместе с Чингуком и остальными участниками, демонстрировали эту последовательность на протяжении многих лет. Они продолжают творить, продолжают расти, продолжают стоять вместе. Как армия, мы каждый день имеем выбор – быть частью проблемы, или быть частью защиты, усложнять вещи, или прояснять, разделять, или объединять. Если мы действительно верим в ценности, которым они учат, то лучший способ доказать это – сохранять уважение, сохранять единство и сохранять любовь сильнее ненависти. Потому что в конечном итоге останется не язвительные комментарии, а работа, не двуличные сплетни, а искренность, не разделение, а единство 7 сердец, движущихся вперед вместе. И пока мы будем придерживаться этого уважения, ни один негативный голос не сможет затмить свет, который они создают вместе. Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got